ребята, я опять с вами здороваюсь танцем рук. В общем, сегодня я решила сделать новую рубрику на своем канале. Это будут Ти-Джим завтраки. И как вы поняли с названия, сегодня мы будем с вами готовить завтрак. Вообще это любимый мой прием пищи. Я думаю, что и у многих тоже, потому что с самого вечера я мечтаю и думаю о том, что же я приготовлю себе на завтрак. Так что сегодня мы с вами будем готовить ленивую овсянку вот в такой вот баночке. И с этим процессом приготовления вот такого завтрака, очень простого и полезного, я буду отвечать на ваши вопросы, которые я получила в своем инстаграм. Если кто не видел, то подписывайтесь обязательно, я оставлю ссылку в описании. И здесь пришло очень много вопросов, все они очень интересные, так что давайте не будем терять времени. Так, давайте, наверное, начнем с того, что нам потребуется для приготовления рецепта ленивой овсянки. Естественно, для этого нам потребуется вот такая вот емкость какая-то, более-менее высокая, крышечка плотная для нее и ингредиенты. Ингредиенты могут на самом деле быть совершенно разными. Вот какая вам овсянка понравится, у меня будет несколько рецептов, такие берите. Но главная составляющая рецепта это, конечно же, сама овсянка. И лучше всего, если она будет долгого приготовления. То есть никогда не берите, никогда не покупайте овсянку, которая готовится за 3 минутки, а-ля там быстрое приготовление, залил кипятком и готово. Я всегда покупаю самую обычную, самую дешевую овсянку, вот в таких вот прозрачных пакетах. Она стоит копейки и она самая полезная. Также мне потребуется совсем немножко творога. У меня творог вкуснотеево 0,5% жирности. Жирность можете брать любую. Немножко орешков, фундук, грецкий орех, это может быть все что угодно, арахис. Главное, не соленый, не обжаренный. Немного кокосовой стружки. Те, кто любит кокосовую стружку, обязательно должны оценить этот рецепт. Конечно же, какао-порошок. Вы уже представляете, что это получится, да? Райское наслаждение, я вам обещаю. Немножко йогурта. Йогурт лучше брать натуральный. У меня вот такой вот Данон, очень часто его беру в магазинах. Здесь 1,5% жирности. Он без всяких ароматизаторов, добавок. В общем, действительно хороший йогурт, очень советую вам. Немного меда, потом 1 банан. Лучше, если это уже будет банан, который вот такой вот с точечками, то есть уже такой мягкий, спелый, он более будет сладким и вообще будет гораздо вкуснее, чем такой твердый зеленый банан. И мне еще потребуется вот такой вот порошок, он называется коллаген. Я вам в процессе немножко расскажу о нем, потому что это действительно крутая штука. Так, ну что ж, начинаем готовить нашу ленивую овсянку. И для начала я буду смешивать йогурт, чуть большую половину, не всю упаковку, потому что слишком много ее. Здесь у меня 250 грамм, в общем, где-то 200 грамм йогурта. Буду смешивать с половиной столовой ложки какао-порошка и вот таким вот коллагеном. Сразу же предвещаю ваши вопросы, хочу немножко рассказать про коллаген, потому что это действительно какая-то новинка в сфере фитнеса, в сфере людей, которые следят за своим здоровьем, за своим самочувствием. В общем, коллаген – это наша молодость, упругость нашей кожи, ее сияние, ее нормальное состояние, конечно же, крепкость наших волос, ногтей и так далее. В общем, действительно интересная добавка, которую необходимо употреблять примерно вот такая вот столовая ложка в сутки. Совсем немного. Можно добавлять этот коллаген в какие-то готовые блюда. Вот, к примеру, сейчас я буду готовить овсянку с добавлением коллагена. Можно просто добавлять какие-то коктейли утром или же в середине дня, без разницы. Просто вот необходимо вот такую мерную дозу в день употреблять. Это совершенно без запаха, без вкуса. И вот в таком вот мелком-мелком порошке. Это даже не порошок, а какая-то пудра. В общем, действительно советую попробовать вот такой вот коллаген, в особенности для девушек, для молодых, для любого возраста, для парней, абсолютно для всех он нужен, если вы хотите следить за своим здоровьем и за своей красотой и вечной молодостью, если можно так сказать. Так, и добавляю я сюда йогурт 200 грамм. Так, ну и тем временем я почитаю ваши вопросики. Первый вопрос я здесь вижу по поводу содовых и солевых ванн для похудения. Интересно знать мое мнение. Какое мое мнение по поводу вот таких вот ванн? На самом деле я не думаю, что соль, сода в виде ванны может как-то влиять на ваше похудение. На кожу может быть,
но на то, чтобы соль и сода выводила жировые клетки, жировую массу из вашего тела, мне кажется, это какой-то абсурд и какое-то новое. Я вообще первый раз о таком слышу. Так, то есть, ну вы поняли, да, мое мнение. Ничего лучше, чем правильное питание и тренировки, просто не может быть для похудения. Так, и вот я здесь добавляю, ну, примерно чайную ложечку какао-порошка. Мне кажется, это классное сочетание, какао-порошок, йогурт, овсянка – это одно из моих любимейших сочетаний. И теперь главное все тщательно перемешать. Так, мы все размешали, и теперь нужно добавить хоть какую-то сладость, потому что банана для некоторых может быть маловато. И в качестве сладости у нас будет мед. Так как у нас нет тепловой обработки нашей овсянки, то есть мы ее не варим, мы ее не жарим, то есть она у нас просто будет стоять в холодильнике. Можно добавлять мед. Потому что многие спрашивают, ой, можно ли заменить сахарозаменители или что-то еще медом. Если ваша выпечка подвергается тепловой обработке, то лучше всего мед добавлять уже к готовой выпечке. То есть вы положили тортик, пирожочек и полили его просто медом. А вот как-то использовать мед выпечки я иногда так делаю, конечно, но лучше этого не делать, потому что мед превращается не в какую-то пользу, а в обыкновенный сахар без той же пользы, да, ну вы поняли, в общем. Так, намешали мы основу нашу, которая будет у нас кремом и будет пропитывать нашу овсянку. И теперь эту жижицу нам нужно разделить на две части, потому что мы будем разделять нашу овсянку по разным уровням. Берем такую же емкость примерно и половинку выливаем на дно. Остальную половину оставим для другого слоя. Так, ну что ж, теперь добавляем немного овсянки. Я всегда делаю это все на глаз. Можно было бы, конечно, смешать овсянку с этой жидкостью, но я просто помещу ее вот так вот слоем наверх. У меня получилось примерно 2 столовые ложки овсянки. Мне кажется, этого будет достаточно. Вот так вот распределяем равномерно ее по нашему слою. И теперь нам необходимо взять один бананчик среднего размера, нарезать его на тоненькие колечки и будем красиво это все выкладывать в нашу чашку. Еще такой интересный вопрос видела, и все никак не могу на него найти время, чтобы ответить. Как понять, сколько калорий вы сжигаете во время тренировки, силовой или кардио? Как это просчитать и как сделать это так, чтобы это было действительно правдивый этот расчет? На самом деле какого-то четкого расчета вы не можете сделать, потому что если даже 2 человека делают одинаковую тренировку в одинаковом темпе, для каждого она будет иметь свое влияние по-своему, потому что у каждого свой скорость метаболизма, у каждого своя выносливость. Вдруг один человек занимается уже полгода, а второй человек начал заниматься только 1 неделю назад, поэтому вы тоже должны понимать. Единственное, что можно посоветовать, это вот такие вот фитнес-браслеты, которые просто будут просчитывать, сколько шагов вы прошли, сколько вы сожгли калорий. Это можно сделать. Расчет может быть не такой точный, но он хотя бы будет, и вы хотя бы будете знать примерно, сколько калорий вы тратите и сколько необходимо вам кушать, чтобы создавать какой-то дефицит калорий или наоборот профицит, если вам необходимо. Так что я вот советую, если что, приобрести вот такие вот браслетики. Кстати, этот браслет у меня новый. Мой браслетик называется Homey Me Band, и я его заказывала на сайте foodland.ru. Если что, я оставлю в описании под видео ссылочку. И, кстати, в Инстаграме многие написали, что у многих он есть, и очень многие им довольны. Поэтому я как-то даже не сомневалась. По-моему, он около 2000 стоит. Мне кажется, для браслета это вообще недорого. Причем, что заряд он держит 30 дней. Серьезно, я в шоке. Я думала, что такого не бывает. Оказывается, есть такие браслеты. Дима, как всегда, любит меня удивлять новыми заставками. Работает она через приложение Mi Fit, и здесь показывается, сколько шагов я прошла. Ну, с утра еще не слишком много, так как я только по квартире ходила, и сколько калорий я сожгла. Он вибрирует, когда идут входящие звонки. Есть умный будильник, можно поставить, очень удобно, кстати. Показывает пульс, частоту пульса и про ваш сон, когда вы легли спать, когда вы проснулись и так далее. В общем, очень удобно, как мне кажется. И, кстати, есть сменные ремешки. Я там на сайте заметила у них такие разноцветные, голубенькие, желтые, зеленые. В общем, на весну, как мне кажется, по-любому должна заказать.
Так что, если что, советую вам, те, кто спрашивал у меня мнение об этом браслетике. В общем, мне нравится. Очень часто задают вопросы подростки, спрашивают, какая нагрузка должна быть у подростков, какое питание должно быть. На самом деле нет особой какой-то большой разницы между физической активностью и питанием у подростков или у взрослых людей. Все дело в скорости вашего метаболизма, потому что у взрослых людей он гораздо медленнее, поэтому для подростков активность должна быть какая-то умеренная. Главное, чтобы вы чувствовали себя обычным активным ребенком, не сидели за компьютером целыми днями и старайтесь, конечно, кушать меньше вредной пищи. Вот обычная пища, обычные бананы, овсянка. Просто делайте это вкусно всегда. Вот смотрите, я могла бы просто кинуть эти бананы, но я их выкладываю красиво, чтобы мне приятно было кушать. Делайте прием пищи для себя как какой-то праздник. Также очень многие спрашивали меня, как перестать бояться еды. Вот действительно, у некоторых проблема с приемами пищи, они постоянно скрупулезно просчитывают вот эти все калории. Для некоторых это действительно проблема. Как вы поняли, я выложила уже бананчики. Как мне кажется, по поводу приемов пищи и как их не бояться, нужно всего лишь дать понять себе, что еда – это твое топливо, и чем правильнее ты будешь кушать, тем здоровее ты будешь, чем красивее ты будешь, тем больше у тебя будет возможностей в будущем. То есть понимать еду не как врага, а как твое здоровье, как отражение твоего будущего, то есть, если так глобально говорить, да. Продолжаем собирать нашу ленивую овсянку, и я выкладываю сюда где-то парочку столовых ложек творога. Можно просто утрамбовать его вот так вот на бананы. Кстати, я заметила, что мой петличный микрофон навернулся, поэтому очень-очень-очень извиняюсь за этот ужасный звук. Я представляю, какой он будет ужасный, когда я буду обрабатывать этот ролик, но что делать, в общем, буду исправлять эту ошибку уже в следующих видео, так что извините за этот ужасный звук. Вот таким образом я утрамбую творожок вместе с бананом. Главное, чтобы все было вот так вот плотненько. И теперь мы начинаем посыпать сверху творожка совсем немножко кокосовой стружки, так чтобы вообще наш десертик, наш завтрак стал каким-то райским наслаждением. Совсем немножко, где-то около столовой ложки. Так, сверху нашей творожной массы мы добавляем опять овсянку, примерно такой же слой, где-то 2-3 столовые ложки. Главное равномерно распределить это все по стаканчику. И затем будем заливать, вот этим остатком, помните, мы его намешали. Равномерно все это дело распределяем и заливаем наш йогурт. Так, продолжаю ответы на ваши вопросы. Как-то давно я выставила пост о том, что нежелательно употреблять молочные продукты вечером. То есть, если вы хотите добиться плоского животика, то есть без вздутия, да, лучше не употреблять молочку, творог, там, кефир, молоко. Многие восприняли это как какое-то правило, как запрет, что вообще ни в коем случае нельзя, или ты там поправишься, или будут какие-то проблемы. То есть я хотела сказать вам то, что опять же нет каких-то определенных рамок, нет определенных правил. Если вам кто-то, какой-то тренер где-то написал статью, что это можно, это нельзя, не стоит слепо верить всем, не стоит следовать этим всем правилам и считать, что именно это правда. Поэтому еще раз я вам говорю о том, что необходимо всегда проверять все лично на своем опыте. Так, я выкладываю бананчики. И всегда слушать свой организм, как он откликнется на какие-то события, нововведения в вашей системе питания. Что касается молочных продуктов, то для некоторых этот способ действительно подойдет, потому что лактоза, которая содержится в молочных продуктах, она иногда может вызывать вздутие, и для некоторых это действительно может являться каким-то спасением, просто не употреблять молочные продукты после 6 вечера, к примеру, да. Так что тогда вообще есть, как не молочные продукты, творог, как по мне, это вообще идеальное завершение дня, медленный протеин, казеин, да. Вы можете, конечно, употреблять какие-то протеиновые коктейли, опять же, тот же казеин, да, или же просто куриную грудку на пару вместе с каким-то салатом. То есть можно таким вот образом завершать день, если как-то плохо влияет молочка на ваш живот. Так, ну что, теперь я беру орешки и с помощью пакетиков, в которые я положу эти самые орешки, и ложечки, я их
немножко разомну в крошку, так чтобы их было приятно кушать. Ну что, вот такая красота у нас получается. Все еще раз плотненько утрамбовываем ложкой. И в принципе наша ленивая овсянка готова. Осталось только накрыть ее крышечкой и поместить в холодильник. Лучше всего, конечно, если она у вас простоит всю ночь. Так вот эта овсяночка у вас точно пропитается, она не будет твердой, она будет очень мягкой, как какая-то сплошная каша. Поэтому я ее сейчас помещаю в холодильник, и она у меня будет на завтрашнее утро. Сейчас я вам покажу овсянку, которую я вчера еще вечером замариновала, если можно так сказать, и посмотрим, что у нас получится в итоге. Так, вот моя овсянка, которая простояла всю ночь в холодильнике, и давайте посмотрим, что там получилось. Она выглядит, если честно, как мороженое даже какое-то, немножко прохладное. Я знаю, что вообще такую ленивую овсянку даже можно замораживать в морозилке, и она может стоять там 3-4 дня, а то и недели. Ну, мне кажется, чем свежее она, тем она вкуснее, мягче и полезнее будет, но все же так делают. Это действительно очень вкусно, и что самое главное, очень полезно, потому что, во-первых, у нас овсянка не подвергалась тепловой обработке, мы ее даже не варили, и она еще, во-первых, эти хлопья, они твердые, они сохранили в себе клетчатку. У нас здесь творог, то есть источник белка, у нас здесь бананы, как сладость и как энергия, у нас мед, который тоже не подвергался тепловой обработке, у нас натуральный йогурт, и у нас еще и плюс коллаген здесь. То есть, как мне кажется, это идеальный завтрак. Почему бы и нет? Обязательно делайте этот рецепт и присылайте свои фотографии мне в Инстаграм. Мне кажется, это классное начало дня. Так, я тут нашла очень такой интересный и оригинальный вопрос. Если соблюдать дефицит калорий, мышцы не растут практически? То есть вообще имеется в виду, если вы питаетесь мало, то есть у вас не будет расти мышечная масса. На самом деле мышечная масса может расти только в том случае, если у вас есть какая-то стрессовая нагрузка на ваши мышцы, и она постепенно, постоянно увеличивается, то есть постоянно идет стресс на ваши мышцы, и с условием того, что у вас действительно такое очень калорийное питание, в плане того, что у вас довольно достаточное количество белка в сутки, это примерно не менее чем 2 грамма на килограмм веса, и достаточное количество углеводов для энергии, чтобы выполнять такие тяжелые массонаборные упражнения. Только в том случае будет мышечная масса. А если у вас будет дефицит калорий, то никакой мышечной массы, как мне кажется, не может быть, потому что в особенности у вас не будет хватать энергии для того, чтобы выполнять такие упражнения. Ну и, естественно, упражнения должны быть действительно тяжелые. И дальше продолжение вопроса, можно ли обходиться без цикла мясонабор, сушка, чтобы увеличить объем мышц, допустим, чтобы избавиться от плоской попы. Вот эта тема мясонабора и сушки, постоянная погоня за какими-то объемами, честно говоря, для меня лично уже устарела, она уже не актуальна и мне просто надоело постоянно гнаться за мышечной массой. Лично для себя я выбрала такой путь, чтобы заниматься для своего здоровья, для своего удовольствия и обойтись без этого цикла постоянного мясонабора и сушки в зависимости от сезона. Конечно же, можно. Главное, чтобы вы комфортно себя чувствовали в теле, а не постоянно смотрели и измеряли свои объемы. Чувство комфорта и чувство здорового тела превыше всего, и это должно быть вашим приоритетом. А то, насколько у вас большая попа, объемные ягодицы, как у Ники Минаж или у Ким Кардашьян, конечно, это полная ерунда. Главное ваше здоровье. Со временем, конечно, многие это понимают, а многие так и постоянно пытаются гнаться за этими объемами фитнес-бикини, хотя в жизни они не стали бы даже выступать на таких конкурсах. В общем, наверное, я буду закругляться с этим видео, уже, наверное, много наболтала. Я надеюсь, вам понравился такой формат, более такой живой, общение, ответы на ваши вопросы, да еще и приготовление вот таких вот вкусняшек, я уже, честно, не могу удержаться. Так что пойду кушать свой завтрак. Ну, а вы присылайте свои вопросы под хэштегом TGVoпрос. Это могут быть письменные вопросы, как посты, или же
я буду выставлять всегда пост в преддверии такого видео, или же вы можете снимать видео коротенькое для своего инстаграм и отмечать меня таким вот хэштегом Тиджим Вопрос. Большое спасибо вам за просмотр, надеюсь, вам чем-то помогла, подсказала новые рецептики, ответила на ваш вопрос или что-то подобное. И встретимся в следующем видео. Всем удачи, пока-пока!